Love and happiness. Love and happiness. Love and happiness. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я рад вам представить 16-й выпуск видеожурнала HireSet. Сегодня мы покажем вам 3 сюжета. Креативное окрашивание, которое выполнит мастер международного класса и одна из лучших колористов Латвии Елена Хлебнова-Чернявска. В данном выпуске я продолжу вас знакомить с системой Axiom и покажу технику выполнения градуированного каре. В последней части нашего выпуска мы рассмотрим фундаментальные знания в окрашивании волос и затронем тему, связанную с выравниванием цвета при окрашивании блондинок. Все сюжеты основаны на исследованиях и разработках международной системы Axiom. Более подробную информацию о системе и обучающих материалах вы можете найти на сайтах нашей компании www.hireclub.ru, а также приобрести видеоматериалы и книги у нас в интернет-магазине axiomshop.ru. В теменной зоне выделяем зигзагообразным пробором прямоугольную зону. Положение прямоугольника выбираем, исходя из пробора. Вертикальными проборами выделяем пластины, используя зигзагообразный способ отделения проборов. Для того, чтобы прядь держалась на фольге, наносим на неокрашенную часть бальзам или маску. Для окрашивания мы используем осветляющий краситель компании Wella Magma под номером 89. В салонной работе для более мягкого эффекта можно брать обычный краситель с желаемым оттенком. Краситель наносим попрядно, распределяя на 4 прядях цветовыми пятнами, сначала на концах, потом на середине пряди и потом в прикорневой зоне. 4-ю прядь оставляем неокрашенной.
По окончании времени выдержки используем стабилизирующий шампунь и кондиционер. Love and happiness. Стрижку выполняем по разделениям лекала номер 4. Диагональными проборами стрижем все зоны стрижки. Геометрия в первой плоскости прямая, в височной и промежуточных плоскостях используем правило вогнутой геометрии, ориентируясь на промежуточную зону. Оттяжка пряди производится, ориентируясь на ось головы под углом 45 градусов. Угол среза 90 градусов по отношению к оттяжке. В промежуточной и височных плоскостях стрижку выполняем по правилам вогнутой геометрии с углом оттяжки 45 градусов по отношению к оси головы и углом среза 90 градусов по отношению к оттяжке.
Высушиваем волосы, не поднимая прикорневого объема. Для сушки хорошо использовать щетку-семирядку или девятирядку, которые позволяют, сохраняя естественный объем, хорошо вытянуть структуру волоса. Рекомендую не использовать в салоне высокую температуру на фене. Это может пересушить волос, не дав качественно проработать его. Выполняем оформление линии окантовки. При оформлении челки и фронтальной части стрижки рекомендую защитить лицо клиента, используя защитную маску Easy Mask. Выполнение филировки необходимо в редких случаях и должно нести в себе не коррекцию стрижки, а уменьшение густоты. Стрижка каре очень важно выполнять форму четко, что позволит стрижке дольше прожить. Для доработки стрижки выполняем шлифовку горизонтальными проборами в местах наивысшей массы, используя прямой срез. Love and happiness. С чем чаще всего мы встречаемся в салоне при окрашивании? Да, девушки-палетки, которые покрасятся дома раз 20-30 в черный цвет, а потом хотят стать блондинкой. Данным клиентам, конечно, больше, чем парикмахеру, нужен сначала психолог, а уж потом профессиональное вмешательство. Тем более, которое в таких случаях может даже не помочь. Но мы поговорим в этом выпуске немного о других клиентах, а именно о тех, у которых ввиду либо собственного непостоянства желаний, либо ввиду профессиональной несостоятельности их мастеров, появляются цветные полосы в прикорневой зоне. Хотя иногда результат их появления – это любовь мастеров к более темным корням по отношению к длине. В принципе, во всех трех случаях мы в какой-то момент приходим к белесым концам, иногда даже с зеленцой, рыжей серединой и натуральными корнями. В этом выпуске давайте поговорим именно о коррекции данных случаев. У нашей модели натуральные корни на уровне глубины тона 7,0. Прикорневая зона, как видно на фотографии, имеет ярко выраженное золото с глубиной тона на 8 уровне. Далее небольшой участок имеет 10 уровень глубины тона, и на самых концах мы имеем чистую базу 12 уровня. Окрашивание начинаем с нанесения красителя на корни волос. Для этого мы выбрали краситель KIN 1261 с 12% окислителем. Общее время воздействия красителя на корнях 80 минут.
Через 20 минут наносим краситель 1261 с 9% окислителем на прикорневую зону, где ярко выражено золото на 8 уровне глубины тона. Минут за 20 до окончания времени выдержки наносим остатки красителя 1261 с 9% окислителем на зону с 10 уровнем глубины тона. Для окрашивания корней очень хорошо подходят силиконовые кисти. Они позволяют нанести краситель даже на двухнедельные отросшие корни, не попадая на ранее окрашенные волосы. К сожалению, силиконовые кисти бесполезны при окрашивании длины, особенно кремовыми красителями. Для работы с прикорневой зоной и длиной будет более правильно выбрать классические кисти. В нашем случае по окончании времени мы смываем краситель хорошо водой, после чего делаем цветовую баню. Для цветовой бани мы берем итальянский краситель Jungle Cosmetics 1001 с небольшим добавлением фиолетового микстона и истине черного. Применение 12 ряда возможно в выравнивании отросших прикорневых полос даже при более темных цветах. Только в этих случаях вам придется смешивать желаемый оттенок в соотношении 1 к 1 с 12 рядом приближенного цветового направления. Помните, красители дают безграничные возможности в работе. Главное знать особенности фирм-изготовителей и четко понимать, что каждое ваше действие будет иметь последствия, и именно его вы должны четко видеть. Если вам есть чем поделиться с коллегами, пишите нам и присылайте свои видео. Мы будем рады опубликовать ваши работы в нашем видеожурнале. Для получения более подробной информации о сетах подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в наши группы в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Оставляйте свои комментарии и пожелания на сайте hairclub.ru, и мы обязательно на них ответим. Если вы хотите больше узнать о системе Axiom и подробнее изучить ее, рекомендую нашу продукцию, представленную на сайте нашего магазина axiomshop.ru. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем выпуске. Love and happiness.